Погодите-ка, это не тот Спайдермен, которого я помню. Давайте разберемся. Итак, Рик Райкер, непопулярный ученик школы Empire Height со своим единственным другом Треем, живущим с дядей Альбертом, и тетей Люсиэль. Его влюбленность Джилл Джонсон, которая едва замечает его, встречается с хулиганом Рика Лансом Ландерсоном. Затем Рик и Трей отправляются на школьную экскурсию в лабораторию по исследованию животных. В лаборатории Рик встречает Лу Ландерса, который кашляет кровью, потому что смертельно болен. Доктор Стром, главный исследователь лаборатории, показывает 7 мутировавших стрекоз. Хотя их всего 6, потому что одна из них сбежала и укусила Рика, отчего его шея распухла. После сцена переходит в дом Рика, где его тетя Люсиль и дядя Альберт разговаривают на диване, когда входит Рик. Он очень болен, из-за болезни его вырвало в аквариум с рыбками, и он поднимается в свою комнату. Альберт и Люсиль считают, что Рик ведет себя странно, поэтому Альберт начинает разговаривать с Риком. После этого Рик теряет сознание от укуса и засыпает. На следующее утро он просыпается со странным видео, присланным ему человеком, который хочет с ним поговорить, а позже добавляет Рика в друзья на Facebook. Тем временем Лу Ландерс попадает в научную аварию, превращаясь в песочные часы, которые питаются человеческой жизнью. После на научной выставке с комично грубым и злобным Стивеном Хокингом, который на протяжении всего фильма получает физические травмы, Рик попадает в казусы, например, прилипает к фонтанам. Затем он понимает, что обладает сверхспособностями, такими как способность ходить по стенам, невероятной силой, но не может летать. Он проверяет свою силу в переулке, а затем решает проверить, как он может ходить по стенам. Он забирается на одну стену и начинает танцевать брейк-данс, затем ложится на стену, а рядом с ним по стене бегает кошка. После он видит на дороге старушку, которую вот-вот собьет грузовик. И в тот самый момент, когда он уже готов сбить ее, он отталкивает ее с дороги, и грузовик сталкивается с ним, останавливая его. После его героического подвига его поздравляют прохожие, но пока они поздравляют его, он смотрит направо и видит, что случайно столкнул женщину в машину для колки дров, и собака, которую он держал за поводок, тоже медленно затягивается в машину. Позже Трей предлагает стать его помощником, но Рик отказывается. Через какое-то время между ним и его дядей происходит короткая ссора, которая напоминает Рику, когда он был моложе и богаче со своими родителями, которые погибают в подражании Бэтмену Беггинсу. Его отец убеждает его вложить все свои деньги не в Google, а в Enron. Позже Рик наблюдает за девушкой своей мечты, Джилл, которая уезжает с Лансом на его машине. Рик понимает, что ему нужна машина, и он отправляется за деньгами в банк. Однако он терпит неудачу, не получив ни кредита, ни оплаты. После того, как его дядя быстро получает травму, Рика встречает Ксавье в своей школе для мутантов, аналогичной Людям Икс. Рику предлагает сделать костюм, который он делает и позже улучшает, и становится известным как Стрекоза. Он быстро становится сенсацией, пока не вступает в схватку с песочными часами, которая разрезает его маленькими лезвиями песочных часов. И после песочные часы просто убегают. Позже Джилл гуляет по переулку, и на нее нападают бандиты, но Стрекоза, конечно же, спасает ее. Затем они пытаются поцеловаться, как было в сцене Человека-паука, но сталкиваются с трудностями, так как Стрекоза висит вниз головой. В конце концов они впервые целуются, и Джилл благодарит его. После сцены переходит к обеду в честь Дня Благодарения в доме Рика. Во время Дня Благодарения Лендерс навещает семью. Никто не знает, что он, конечно же, песочные часы. Он едва не застает Рика в костюме Стрекозы, но позже ему удается выяснить его тайну. В тот момент, когда Рик и Джилл уже собираются впервые поцеловаться с друг другом, в дом заваливаются песочные часы и убивают тетю Люсиль. После комичных похорон Рик решает отказаться от роли супергероя. Через какое-то время Трей и дядя Альберт находят Рика после похорон и убеждают его найти и победить песочные часы. На церемонии Лу с помощью диска Microsoft Dead Machine Maker придумывает план, как сделать себя бессмертным, убив тысячи людей. Рик узнает, где он планирует это сделать. На съезде всех рас прямо рядом с комиксом. Лу Ландерс получает награду «Придурок года» и сталкивается с Риком, который считает, что песочные часы – это кто-то другой. Они глупо ведут друг друга, и после он возвращается в костюме и тяжело ранит Джилл. Кстати, если в этот момент внимательно присмотреться, то можно увидеть черный костюм Человека-паука. После искренней речи Стивена Хокинга, обращенной к Рику, он надевает костюм Стрекозы и сражается с песочными часами на крыше. Стрекоза исцеляет Джилл, но песочные часы бросают бомбу прямо в промежность Стрекозы. Стрекоза подставляет свою промежность к лицу Лу Ландерса, который взрывается, убивая его.
Он также спасает Джилл и себя от гибели, вырастив крылья и обретя способность летать. Этот фильм заканчивается тем, что стрекоза и Джилл летят в воздухе высоко-высоко, а Рик произносит последнюю фразу, но после их сбивает летящий вертолет. Друзья, что скажете про этот фильм? Действительно ведь забавный? Пожалуйста, напишите свои мнения в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если вы досмотрели это видео до конца, то наверняка вам понравятся эти видео. Я желаю вам хорошего дня и до скорого.